Сяо Янь, будучи предком, удивлял своей невероятной силой, сражаясь даже с экспертами уровня почтенного воина. Важную роль играла техника усиления тройной метаморфозы пламени, способная поднять уровень на несколько звезд. Но вот когда Сяо Янь стал почтенным воином, насколько эффективна метаморфоза пламени? Когда Сяо Янь ее применит и насколько увеличится его мощь? В древних руинах против него объединятся все враги. Старый призрак Джай Син хотел отомстить Сяо Яню, а также забрать кости скелета святого. Племя Небесного Феникса охотилось за фруктом души зародыша, а долина Ледяной реки с главой Бинхэ не могли забыть прошлое унижение из-за Сяо Яня. В то время его спас клан Гу, но в руинах они могли действовать не опасаясь. В итоге против Сяо Яня выступило столько почтенных воинов. Это будет легендарная битва. Помимо Сяо Яня, Яо Тяньхо и Сюнджаня, Сяо Яню теперь помогала Цинь Линь с ее подчиненными экспертами. Каждый имел своего собственного противника. Сяо Яню достался Джай Син, почтенный воин 5 звезд. Справится ли Сяо Янь с этим грозным врагом на одной звезде? Вот здесь ему и пригодилась тройная метаморфоза пламени, что усилило его по максимуму. Джай Син планировал отплатить парню за все, в том числе потерянную руку. Сяо Янь сразу же активировал тайную технику усиления. Первое, второе, третье проявление. Одежды Сяо Яня развивались словно при сильном ветре, его аура стала стремительно расти. Как, по-вашему, насколько звезд увеличится его сила почтенного воина? Будучи предком и используя технику 3 проявлений небесного пламени, его сила увеличивалась на 5 звезд. Но класс почтенного воина, как мы понимаем, разительно отличается от предка. Аура Сяо Яня продолжала увеличиваться, преодолев 2-ю звезду и остановилась на уровне почтенного воина 3 звезд. Да, на этом уровне Сяо Янь смог подняться с помощью метаморфозы пламени лишь на 2 звезды, и это с учетом полного овладения навыком и пониманием сути огня. Получается, чем сильнее он становится, тем слабее эффект техники. Сяо Янь на самом деле чувствовал в этот момент океан могущественной Доу Ци в своем теле. Может показаться, что подняться с 1-й звезды почтенного воина до 3-й звезды не так много, как на 5 звезд предка. Но если сравнивать количество чистой силы, то сейчас мощь Сяо Яня была куда выше. Глава долины горящего пламени Тан Джень был впечатлен. «Эта техника словно создана для мальчишки!» Как говорится в оригинале, с нынешней силой Тан Дженя, а это 5-я звезда почтенного воина, метаморфоза может повысить его уровень максимум на 1 звезду. Но в руках Сяо Яня она давала куда лучший эффект. Сяо Янь сжал обе руки. Пугающая сила задержалась над его ладонями. Этот заряд мог сокрушить само пространство. Джай Син снова недооценил силу Сяо Яня. «Поднялся всего до почтенного воина 3 звезд? Маловато для победы!» Джай Син махнул рукой, и более 10 черных цепей вырвались из его рукавов. В мгновение ока они устремились к Сяо Яню своими острыми наконечниками. Пламя коричневого цвета вырвалось из его тела во все стороны и окутало черные цепи, которые словно завизжали. Сяо Янь вытянул руку, и в его ладони появился тяжелый черный меч. Он с силой обрушился на противника, но фигура старика даже не дрогнула. Джай Син слабо усмехнулся, признавая, что атака была неплохой, но все еще недостаточной для победы. Чувствуется большая разница в сравнении с предыдущей битвой Джай Сина. Теперь Сяо Янь не убегал, а наносил мощные удары. Гигантская энергетическая рука, усыпанная сияющими звездами, устремилась к Сяо Яню. Где она проходила, там мгновенно рушилось пространство, оставляя за собой черные дыры. Эта атака – один из смертельных ударов Джай Сина. Сяо Янь чувствовал, насколько сильна эта атака. Было очевидно, что, потерпев поражение в прошлый раз, Джай Син не намеревался медлить и хотел завершить бой как можно быстрее. Пространство вокруг сковало его, словно темница, отсекая пути к отступлению. Подавив эмоции, Сяо Янь сосредоточился. Его руки стремительно складывали печати, а Доу Ци бушующим потоком циркулировала в его теле. Печать открытых гор, печать переворота морей, раскалывающая землю печать. 3 мощные техники накладывались друг на друга, собирая пугающую энергию. Пространство вокруг треснуло, покрываясь сетью черных разломов. Однако
этого было недостаточно. В этот момент его печать вновь изменилась. Печать горящих небес. Когда последняя печать соединилась с тремя предыдущими, цвет энергии резко изменился. В его руках появилась сфера ослепительного света, наполнившая пространство своей мощью. Это была техника запечатывания богов, соединения 4 печатей. В глазах Сяо Яня вспыхнул восторг, когда он посмотрел на идеальную сферу печати. Эта техника считалась одной из высших в плане Гу, а если бы он смог объединить все 5 печатей, то, по слухам, достиг бы силы, сравнимой с техникой класса Тянь. Что же творит Сяо Янь? В этот раз он решил не использовать лотос 4 цветов, а объединение 4 печатей. Это мы увидим впервые. И, может, 4 видов небесного пламени мало, почему бы сразу не устроить апокалипсис? Ладно, не страшно. Мы же не бедствуем, у нас еще один мир в запасе. К чему привела эта мощная атака? Сяо Янь щелкнул пальцем, и кристаллический отпечаток ладони дрогнул, устремившись вперед с невероятной скоростью. Он столкнулся с громадной звездной рукой. Джай Син не собирался отступать, он с яростным выражением лица направил свою атаку, намереваясь сокрушить печать Сяо Яня. Однако старый призрак Джай Син явно не учел, что перед ним уже не тот юнец, который когда-то был на уровне предка 9 звезд. 2 атаки столкнулись, и раздался мощный взрыв. Энергетическая волна с силой пронеслась во все стороны, напоминая бурю. Пространство в эпицентре удара не выдержало и разрушилось, породив пугающую черную дыру. Ее глубина и беспросветная тьма заставили окружающих экспертов покрываться мурашками. Джай Син был ошеломлен тем, что его великая звездная длань не смогла одолеть атаку Сяо Яня. Осознание этого заставило его лицо помрачнеть. Он понял, что ситуация принимает нежелательный оборот. Несмотря на то, что Сяо Янь только достиг уровня почтенного воина 1 звезды, а с усилением сравнялся с 3-й звездой, его арсенал боевых навыков и техник был устрашающим. Джай Син, не давая Сяо Яню передышки, молниеносно атаковал. В любом столкновении Сяо Янь пока что уступает Джай Сину, однако тот не собирался останавливаться и продолжил яростно атаковать. Небесное пламя, покрывшее тело Сяо Яня, гасило часть силы атак, а его способность к регенерации не давала полученным ранам шанса задержаться надолго. Постепенно он вошел в ритм боя и даже стал менять стратегию, отказываясь от защитных действий и принимая атаки в лоб, полагаясь на способность пламени лотоса 3 тысячелетий восстанавливать его тело. Хотя ему и приходилось терпеть сильную боль, но он больше не боялся серьезных ран. Единственное, о чем ему стоило беспокоиться, это смертельные удары, с которыми даже его пламя не смогло бы справиться. Наблюдавшие за боем эксперты были ошеломлены. То, что почтенный воин 1 звезды сражается на равных с противником, превосходящим его на 4 уровня, казалось немыслимым. Да, нас ожидает крайне эпичное сражение Сяо Яня с Джай Сином. С нетерпением будем ждать его в сериях аниме. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы думаете, благодаря чему Сяо Янь может победить в этой битве. Подписывайтесь на YouTube-канал, ставьте лайки и всем пока!